Кремация, если смотреть глубже обычного понимания, становится не только физическим, но и мощным психологическим испытанием для сознания человека. В первые мгновения после смерти, согласно многим психологическим и эзотерическим теориям, сознание продолжает функционировать в особом, пограничном состоянии. Именно в это время психика может столкнуться с сильнейшим шоком от внезапного исчезновения физического тела, с которым сознание так долго себя идентифицировало. Если сознание человека было при жизни сильно привязано к материальному миру, его душе предстоит нелегкая задача — мгновенно осознать свою новую реальность и принять потерю телесной оболочки. В этот момент возникает психологический конфликт, связанный с невозможностью сразу отказаться от привычного восприятия себя как тела. Потому процесс кремации требует особой осознанности и внутренней зрелости, иначе сознание может впасть в состояние тревоги, страха или даже паники, чувствуя, как исчезает его последний земной якорь. Важнейший фактор психологической подготовки к кремации — осознание бренности тела и временности материального мира. Чем более человек осознанно подходит к вопросам смерти при жизни, тем легче его душа проходит через момент расставания с физической формой во время кремации. В таком случае душа способна принять огонь как союзника, очищающего сознание от старых представлений и помогающего перейти к высшему состоянию духовного осознания. С точки зрения трансперсональной психологии, кремация выступает как символ освобождения сознания от личностных ограничений, страхов и внутренних комплексов. Огонь здесь можно воспринимать метафорически, как стихию, разрушающую прежние психические структуры и позволяющую сознанию интегрироваться в более высокие уровни осознания. Таким образом, душа после кремации переживает уникальный опыт психологического очищения, переходя от ограниченного эгоистического восприятия к осознанию единства со Вселенной и другими формами жизни. Однако есть и другая сторона — психологическая поддержка, исходящая от близких, находящихся рядом с умершим во время церемонии кремации. Их спокойное, любящее состояние и правильное эмоциональное восприятие происходящего могут стать мощным психологическим ресурсом для души, помогая ей избежать тревожности или страха перед неизведанным будущим. Важность психологического состояния участников церемонии трудно переоценить, ведь именно их мысли и чувства формируют вокруг души пространство поддержки и защищенности, облегчая ей переход в духовный мир. Нельзя забывать и о том, что кремация является мощным психологическим посланием и для тех, кто остается в живых. Это яркое напоминание об быстротечности жизни и неизбежности ухода из материального мира способно кардинально изменить мировоззрение и подтолкнуть человека к глубокому самоанализу. Сама мысль о кремации побуждает людей задуматься о духовных ценностях и приоритетах, формируя в психике более глубокое понимание смысла собственного существования и отношения к смерти. Психология также подчеркивает, что для полноценного психологического восприятия кремации необходим определенный уровень осознанности и внутренней гармонии. Душа, жившая в состоянии конфликта и внутреннего сопротивления, рискует столкнуться с более тяжелыми переживаниями во время кремации, чем та, которая находилась в состоянии внутреннего мира и принятия. В таком случае кремация становится не только финальным актом физического существования, но и последним мощным психологическим уроком, который душа должна усвоить, прежде чем полностью освободиться и отправиться в новый духовный путь. Таким образом, психологический подход раскрывает кремацию как многомерный процесс, оказывающий глубокое влияние как на ушедшую душу, так и на тех, кто остался жить дальше. Это не просто способ прощания с телом, а психологический и духовный катализатор, способный трансформировать сознание всех участников события. Именно в этой психологической глубине кроется огромная ценность кремации, превращающая обряд смерти в акт духовного осознания и внутренней зрелости, способный повлиять на все последующие воплощения души. Огонь — стихия сакральная, в древних традициях считавшаяся мощнейшим проводником души после смерти. Испокон веков люди верили, что кремация — это не просто уничтожение тела, а особый ритуал перехода души в другой мир. Пламя выступает как очистительная сила, способная освободить душу от земных привязок и позволить ей подняться в более высокие сферы сознания.
Во многих древних культурах, таких как индийская и древнеегипетская, огонь воспринимался как священный мост, связывающий мир живых и духовную реальность. Во время кремации, по экзотерическим учениям, происходит мгновенное высвобождение энергии, накопленной в физическом теле человека за всю его жизнь. Эта энергия, подобно вспышке молнии, устремляется вверх, открывая душе путь к новым горизонтам бытия. Но не всегда душа готова к столь резкому переходу и встрече с пламенем. Иногда этот процесс воспринимается как шокирующий момент, заставляющий сознание ощутить остроту расставания с привычным миром и телесной оболочкой. В таких случаях особенно важна предварительная духовная подготовка, которую практиковали древние маги и мудрецы. Кремация также символизирует трансформацию и перерождение, где душа очищается от кармы и эмоционального груза, накопленного при жизни. Древние мистики верили, что душа, пройдя через огненные врата, мгновенно освобождается от тяжелых энергий прошлого и получает шанс начать новое путешествие, уже не отягощенное прошлым. Именно поэтому в обрядах кремации огню отдавали особое уважение, сопровождая церемонии магическими словами и молитвами, направленными на благополучный переход души. Согласно экзотерическим представлениям, в первые мгновения кремации происходит мощная энергетическая вспышка, аналогичная рождению звезды в космосе. В этот момент высвобождается духовный потенциал, который может быть использован душой для быстрого продвижения в высшие сферы духовного мира. Но для этого душа должна обладать достаточным уровнем осознанности и духовного опыта, иначе ей будет сложно адаптироваться к столь стремительному изменению реальности. Многие эзотерики уверены, что сам процесс кремации не заканчивается только разрушением тела. Внутренне, на тонком уровне, пламя продолжает действовать, формируя новые энергетические связи и помогая душе освободиться от земных переживаний и страхов. Так, душа словно проходит через алхимический огонь, становясь чище, ярче и более готовой к восприятию тонких вибраций космических пространств. Есть и другая грань этого процесса — сила намерения и мысли присутствующих при кремации людей. Именно их эмоции и мыслеформы могут стать дополнительной поддержкой для души, помогая ей преодолеть момент растерянности и стресса во время перехода. Потому с древних времен кремационные ритуалы сопровождались чтением специальных мантр, молитв или особых заклинаний, направленных на гармонизацию энергии вокруг души, чтобы она могла легко и без препятствий покинуть земной план существования. Стоит отметить, что не только древние традиции, но и современные эзотерические школы считают кремацию уникальным способом освобождения сознания от материального груза. Огонь разрушает физические привязки, позволяя душе почувствовать себя частью безграничного космоса, где она может обрести абсолютную свободу и осознание единства с универсальной энергией жизни. Таким образом, кремация выступает в роли могущественного катализатора духовного пробуждения и раскрытия внутреннего потенциала души, подготавливая ее к новому этапу космического путешествия. В итоге, кремация с экзотерической точки зрения — это не просто физический акт, а глубокий мистический процесс, имеющий огромное значение для эволюции души человека. Это сакральный момент перехода, где пламя не только завершает земной путь, но и дарует душе возможность переродиться в духовном огне высших вибраций. Именно в этом заключается тайна и сила кремации, которая веками вдохновляла людей обращаться к этой древней традиции, выбирая огонь как союзника в великом путешествии за пределы земного бытия. С точки зрения науки, кремация представляет собой термический процесс, при котором тело подвергается воздействию высоких температур от 800 до 1000 градусов по Цельсию. Под действием огня происходит разрушение мягких тканей, испарение жидкости и постепенное превращение костных структур в хрупкий минеральный остаток. Это физико-химическая реакция, при которой органические соединения разлагаются, а неорганические вещества остаются в виде порошкообразного остатка, который затем может быть превращен в прах. С момента смерти биологические процессы в теле человека необратимо останавливаются, а сознание, по мнению большинства ученых, прекращает свое существование сразу после гибели мозга.
Однако в последние десятилетия некоторые исследования в области нейронауки и квантовой физики выдвигают гипотезу, что сознание может обладать определенными свойствами, не связанными напрямую с материальной структурой мозга. Это приводит к обсуждению теории о том, что кремация не уничтожает сознание, а лишь разрывает его привязку к физической оболочке, позволяя возможному нематериальному элементу, если таковой существует, перейти в иное состояние. Некоторые ученые, занимающиеся проблемой сознания, высказывают предположение, что оно может существовать в виде некой квантовой информации, не связанной напрямую с биологическим носителем. Если эта гипотеза верна, то кремация не влияет на сознание, а лишь освобождает его от тела, давая возможность распространиться или слиться с более широким информационным полем. Однако подобные теории пока не имеют строгого научного подтверждения, а остаются на уровне предположений, поддерживаемых лишь небольшим количеством исследований. С практической точки зрения, кремация является одним из наиболее экологически чистых и безопасных способов обращения с телами умерших. Она позволяет избежать захоронения в почве, исключая риск загрязнения окружающей среды биологическими отходами, а также минимизирует использование земельных ресурсов. Кроме того, современные технологии кремации позволяют контролировать выбросы углекислого газа и снизить негативное влияние на атмосферу, делая этот метод все более востребованным в мировом масштабе. Интересно, что в последние годы появились технологии превращения кремированных останков в синтетические алмазы. Этот процесс основан на выделении углерода из останков и его кристаллизации под высоким давлением, что позволяет создать уникальные памятные артефакты. Таким образом, кремация не только выполняет свою основную функцию, но и открывает новые пути сохранения памяти об ушедших людях в форме искусственно созданных драгоценных камней. Существует также направление в медицине, изучающее влияние психики человека на процесс умирания. Некоторые исследования в области осознанного ухода из жизни показывают, что люди, имеющие духовные практики или веру в посмертное существование, воспринимают кремацию как естественный процесс, а не как нечто трагичное. С точки зрения психологии, это позволяет минимизировать страх смерти и уменьшить стресс, связанный с осознанием неизбежности конца жизни. Если рассматривать кремацию в контексте когнитивной науки, можно сказать, что последний всплеск нейронной активности перед смертью напоминает яркую вспышку. Некоторые исследования показывают, что в момент клинической смерти мозг активируется, создавая мощный выброс электромагнитных волн, которые могут объяснить феномены света в конце тоннеля и ощущение выхода за пределы тела. В этом контексте можно сказать, что кремация лишь фиксирует необратимость этого процесса, не влияя на сам факт сознательного переживания перехода. С другой стороны, исследователи, работающие в области тhanatологии, науки о смерти, утверждают, что кремация символизирует конечный разрыв между человеком и его прошлой жизнью. Она исключает возможность сохранения физической формы, что может играть важную психологическую роль как для родственников умершего, так и для самой личности. Этот момент можно рассматривать как кульминационный этап, завершающий существование личности в ее прежнем виде и открывающий путь для новых форм энергии или информации, если таковые существуют. Таким образом, с научной точки зрения, кремация — это не только физический процесс, но и многогранное явление, затрагивающее биологию, экологию, психологию и даже гипотетическую область изучения сознания. Наука пока не дает однозначного ответа на вопрос о том, сохраняется ли что-то после смерти, однако развитие квантовой физики и исследований в области нейронаук может в будущем пролить свет на этот вопрос. Пока же кремация остается одним из наиболее древних и распространенных ритуалов, сочетающих в себе как практическую, так и символическую функции, объединяя науку, психологию и духовные поиски человечества.